Здесь 2 сауны, и здесь также можно будет попить чай. После того, как мы пересекли границу Таиланда и Лаоса, мы сели в такси и доехали до речного порта. Там купили билеты на лодку, а затем отправились в соседнее кафе ждать своего отправления. Заодно взяли с собой сэндвичи в дорогу, так как на лодке, к сожалению, никакой еды не продается. Через 6 часов мы прибыли в Пакбэнг, где остались на ночь. Это маленькая деревушка на берегу реки Меконг. Здесь время словно остановилось, и половина людей на улицах пассажиры нашей же лодки. Мы это сделали. Блин, прикольно. Мы когда смотрели фотографии, мне почему-то показалось, что тут как-то больше цивилизации. Но на самом деле тут не особо цивилизация. Тут как бы что-то есть, но... Welcome drink. Он, конечно, мой рюкзак, а мне ключ. Куда-то нас ведут. Ну тут прям как в банк-ратинг Ну да. уровень. Лаосская версия. Наше жилье будем сегодня с таким вот видом жить. И, если честно, намного лучше, чем на букинге, да. Мы в поисках, где поесть. Сегодня мы обедали бутербродом. Хотелось бы найти место, где будет солнышко. Можно увидеть закат, и где нас вкусно покормят. Такие вот дела. Самое выгодное предложение. 2 напитка по цене 2 напитков. Very good offer. Выглядит, конечно, не очень презентабельно. Дорога до Хайв-бар. Как будто бы мы идем кому-то домой. Другие котики уже сюда тоже пришли. Все пришли, да. На следующий день наше судно отправляется примерно в 9 утра, но лучше прийти заранее, чтобы занять хорошие места. Нам достались последние обычные сиденья. Наша лодка отправилась почти на час позже, так как несколько пассажиров потеряли свои билеты и не хотели покупать новые. В итоге спор затянулся. Еще через 7 часов мы наконец прибыли в Луанг-Прапанг. На причале уже ждали такси, которые отвозят туристов в центр города. К сожалению, договориться о более низкой цене не удалось. На этом наше путешествие закончилось, на этой прекрасной лодке. Но такой экспириенс, я бы сказала, once in a lifetime. Просто целый день ты сидишь в этой лодке, делать нечего абсолютно. Спишь, ешь. И еды не так много с собой мы взяли, поэтому было довольно скучно. Вот. Но есть свой такой вайб особенный. Сейчас поедем в Луанг-Прапанг, нам нужно взять такси и будем заселяться. Мы сегодня очень долго, на самом деле, плыли. Мы больше 7 часов, наверное, плыли где-то 6-7 точно. Поэтому приехали уже на закате, и закат мы провожаем на пирсе. Такие вот делишки. Нам в Колд-Ривер. Пойдем. Тишина здесь. И более сухой климат. Вот пока что это для меня самая большая разница. То есть тут как-то вот не ощущается, как будто что это прям тропики-тропики. То есть тут не влажно. Тут как-то очень сухо, тихо. И вот, ну, какая-то тут, в общем, спокойствие. Вот. Идем изучать Луанг-Прапанг.
банкомат, где меньше всего комиссия 1 евро. Снять можно максимум 2 миллиона местных денег, это 100 евро. Ну что, мы пришли в ресторан за вот этим прекрасным супом фо. Сам поест тайский суп каосой в лаосской версии без кокосового молока. Ну как, Сампа? Вкусно. Thank you. И нам принесли разные виды трав для супчиков. Сейчас будем пробовать. Очень в Лаосе классно. Французское вино есть. Скрутили в сауну. Отдыхаем. После нашей лодки, конечно, ничего делать не хочется. Пили Сампа лекарства от простуды, гриппа натуральное. А то Сампа что-то совсем разболелся. Вот, хочет лечиться мороженым. Да, Сампа? Очень здесь жарко. Прям все 35 на солнце, наверное. Какой-то local tea в таких красивых банках, коробках, тарах. Идем в сауну. Сауна здесь стоит 30 тысяч. Это где-то 1 евро, да. Такое вот место. Здесь 2 сауны, но так как людей немного, он сказал нам, что мы будем париться в одной сауне вместе. И здесь также можно будет попить чай. По аромату как будто бы здесь сауна на дровах. Мы будем пробовать тестировать. Очень здорово, что мы сейчас тут одни. Еще никто не пришел. Вот, будем тестировать лаосскую сауну. Пробуем лаосские десерты. Это как? Каша. Сладкая. Ну, вкусно. Синий чай с видом на ночной город. Такой сегодня обед. Супчик с курочкой. Травку еще принесли. Виды просто шикарные. Лодки. Сампуська. И муж. Почти выздоровевший муж. Сейчас заказали такую местную сосиску. Сейчас будем пробовать. Очень вкусно, там всякие разные травы внутри. Спасибо, очень понравится. Короче, в этой сосиске есть лимонград даже. Мы часто проводили время на террасе нашего любимого кафе. Там можно было заказать самые разные напитки и блюда, наслаждаясь видом на одну из главных улиц города. Луанг Прапанг нам очень понравился. Это небольшой, уютный и атмосферный город. Здесь есть красивые смотровые площадки, потрясающая архитектура, сауны, массажные салоны и множество других интересных мест. А лаосская кухня нам тоже очень понравилась. Затем мы отправились в небольшое путешествие в лаосскую глубинку. В минивэне, по разбитым дорогам, в постоянно трясущихся машине. Дорога была очень сложная, но эта поездка определенно того стоила. Приехали, значит, мы в новую деревню. Нонкья. Приезжаем в наш номер заселяться. И нам говорят, вам надо подождать, мы сейчас уберемся. Приходите, мы вас заселим. Мы пошли обедать. Приходим. А нам говорят, что, вы знаете, номер, в который мы должны были вас заселить, недоступен, потому что туристы уехали, не выселившись. У нас номера для вас нет. И мы уже 3 часа пытались решить вопрос, что мы делаем. Мы ждем, пока эти гости вернутся, и они уберутся. Или мы переселяемся в другое место. Ну, в общем, у нас такое немножко скомканное получилось прибытие. И мы еще до сих пор не заселились. Мы оставили наши вещи, там как раз приехали эти люди, что будут там убираться. И мы решили, что мы пойдем на хайкинг, смотреть закат, провожать закат. Такие вот дела. В Нонкьяве царит просто удивительная атмосфера. Через деревню протекает река, вокруг проложено множество троп, и со всех сторон возвышаются живописные горы. Именно ради них мы сюда и приехали. Невероятно красиво. Идем на viewpoint. Вход 40 тысяч стоит. 2 евро с человека.
Но это того стоило. Вид потрясающий. Приятного. Нам надоела лапша, поэтому мы едим булки. На следующий день мы арендовали велосипеды и неспешно объехали всю деревню. А вечером снова отправились в поход на самую высокую смотровую площадку. Заказываем шейк перед нашим хайкингом. Наши прекрасные велосипеды. У меня манго passion fruit, у Сампа просто манго. Отправляемся вот на такой прекрасный хайкинг. Вход 2 евро с человека. Это будут кадры до начала. Оперативно двигаемся. 15 минут спустя. Просто маршрут, можно сказать, вертикально вверх. Почти на топе. Невероятно красиво. Офигенно. В общем, хайк стоит того. Невероятно красивый вид. И здесь ребята сегодня ночуют. Тут можно строить кемп. Уже начинает темнеть, и нам нужно бежать вниз с горы. Не знаю, как мы успеем спуститься. Возможно, часть пути придется спускаться с фонариком. Ну что, мы это сделали. Спускались в темноте. Довольно тяжело. Нормально. Вот, но вид того стоил. Конечно, да. Сейчас мы идем в баньку. На третий день мы взяли на прокат каяки и отправились в путешествие по реке. А вечером нас снова ждал поход в горы. Сегодня в городе какой-то праздник, мы так и не поняли какой, возможно, какой-то религиозный. И во многих местах играет музыка, стоят вот такие вот столы, накрытые скатертями. Очень интересно наблюдать. Люди нарядные, ходят в платьях, на каблуках. Мы сегодня пытались найти место, где пообедать, и, наверное, 3 места было закрыто, потому что вот сегодня праздник. И все ради того, чтобы забраться на гору, проводить закат и выпить там пиво. Единственная моя мотивация — идти. Потому что, если честно, после вчерашнего мои мышцы еще не восстановились. А еще вечером мы забронировали массаж в хорошем месте, нашли какое-то очень симпатичное место. К нам приедут массажистки в 19:30, поэтому идем оперативненько. Народу, конечно, здесь очень много. На каждой смотровой площадке мы приходим, и просто какая-то толпа людей. Все идут за этим видом. Эй-гей-гей! Топ-топ, топ-топ. Она еще холодная. Не может быть. Этот последний день у нас здесь, в этой деревне, мы поднимались на гору. Ни слов у меня, как здесь волшебно. Чистый горный воздух, чистое лаосское пиво, и просто ты свободен. Это я понимаю. И вот, смотрите этот вид. Смотрите просто. Ну, я бы сказал, приезжайте сюда и сами потом посмотрите, чувствуйте, как это. Это просто шикарно. Доброе утро. Мы буквально через 5 минут уже уезжаем. Хочу быстренько показать жилье, где мы жили 3 ночки. Не успели что-то снять, по приезду было уже темно. Мы были супер уставшие. Вот, поэтому сейчас покажу. У нас, конечно, не супер порядок, но примерно идею понять можно, что здесь есть. Угловой номер. Здесь вот стол, куда нам приносят наш завтрак.
Очень здорово так вот с красивым видом посидеть, позавтракать. Считаю, еще утром солнышко светит. Такой вот вход в номер, кровать. Мне единственное, ну, как бы все классно, единственное, что подушка слишком высокая, я не могла на подушке спать. Вот такой здесь интерьер. Все очень хорошо, функционально, уютно. Раковина вынесена в комнату. Туалет, душ. В душе супер горячая вода. Это прям вообще огромный плюс. Ну, в смысле, что теплая вода есть. Вот, и с таким вот видом номер. Нам в целом очень понравилось. И мы долго, на самом деле, выбирали. И этот отель, он как бы fully booked, полностью забронирован. Все места распроданы. Тоже, наверное, говорит о чем-то. Так выглядит полностью упакованный рюкзак. Все влезло в этот раз без дополнительных котомок. Здесь только с собой фрукты и бумага. Поехали! Обратная дорога в Лангпропанг получилась довольно хаотичной. Билеты мы купили заранее, но когда пришли на место, никто не понимал, в какое такси нужно садиться. Машины заполняли по мере прибытия пассажиров. В общем, полный бардак. Несмотря на весь этот хаос, мы благополучно доехали. Дальше наше путешествие продолжилось на поезде Вангвьенг. Заселившись в отель, мы сразу отправились на массаж, чтобы немного отдохнуть после дороги. На следующий день мы взяли скутер и поехали к знаменитым лагунам. В жаркую погоду это одно из лучших мест для отдыха в Вангвьенге. Сам город оказался довольно приятным, хотя и не произвел на нас сильного впечатления. Он известен как популярное место для вечеринок среди молодежи. Но любителям природы здесь тоже есть чем заняться. Еще один поход или такой короткий хайк в Лаосе. И в этот раз я один, потому что Ксюша чувствует себя не очень. Так что мы решили, что она меня ждет. И вот так вот. Короче, я уже поднимался на гору и сейчас спускаюсь. Ой, что я могу сказать? Очень много народу и тесно, потому что здесь тропа довольно узкая. И здесь это как скалолазание. Есть такие ручки, они помогают тебе подниматься. И вот, да, не легкая тропа, ну, все-таки вид был красивый и стоил того. Такой вот замечательный руфтоп с видом на город. И самое главное, достопримечательность, здесь горы. Очень уютненько. Из Вангвьенга мы отправились на поезде в Вьентьян. Мы заранее читали, что это не самый впечатляющий город Лаоса, поэтому провели здесь всего одну ночь перед следующим перелетом. Как думаете, куда мы отправимся дальше? Выезжаем из Лаоса. Ура! До свидания, Лаос. Спасибо за эти приключения. Прощай. Мы едем дальше.